Как ты, российский ватерполист, оказался в Черногории? В некоторых странах запретили русским играть. Ну, водное поло — это легко. Провокационный вопрос, не буду отвечать. Здесь с трибун открывается, ну, чтобы вы понимали, вот такой вид. Ты игрок сборной России по водному полу. В любой момент могут мне позвонить и сказать, приезжай. Ну, я надеюсь, что ситуация изменится, и российские команды вскоре вернут. Когда я выиграл Лигу чемпионов, всю команду вывели на стадион футбольный. Алло, братан, сила, сила! Можно ли сказать, что прямо сейчас ты лучший российский ватерполист? Всем привет! Меня зовут Сергей Новоселов, и вы на канале «Спорт и путешествия». Здесь я рассказываю о российских спортсменах, которые выступают за границей. Полчаса назад я приземлился в Сараево, столице Боснии и Герцеговины, чтобы отправиться на встречу с новым героем. Россиянин Даниил Меркулов выступает в одном из сильнейших клубов Европы и совсем недавно выиграл Лигу чемпионов. Уверен, вы об этом вообще ничего не слышали, потому что речь не про футбол, а про водное поло. Передача в центр и мощный бросок Даниила Меркулова 1-1. First goal for Russia. Beautiful one scored by Daniil Merkulov. И бросок от Даниила Меркулова. And the shot and a beautiful goal scored by Merkulov. В этом сезоне Даниил Меркулов играет за черногорский клуб «Ядран» и вновь борется за победу в Лиге чемпионов. На один из матчей этого турнира мы обязательно заглянем. А еще узнаем, как Даниил вообще смог попасть в топ-клуб Европы, почему водное поло здесь, в Европе, раз в 20 популярнее, чем в России. И, конечно, спросим у Даниила, стоит ли российским ватерполистам пробовать свои силы за границей. Я впервые в жизни столкнусь с водным поло, и безумно интересно, как там все устроено. Надеюсь, будет интересно и вам. Погнали! Итак, я наконец-то добрался в город Херцег-Нови, это Черногория, и здесь выступает наш российский ватерполист за команду «Ядран» Даниил Меркулов. Договорились с ним встретиться перед тренировкой, вот буквально через пару минут он должен подойти. 100% его узнаю, потому что, судя по фото, он нереально раскачанный парень. Даниил, привет! Здорово. Расскажи мне, как ты, российский ватерполист, оказался в Черногории? Я думаю, что я был одним из первых, кто выехал именно за последние, не знаю, сколько, 15 лет, может быть. Сейчас больше встречаешь русских ватерполистов. Раньше, конечно, меньше было. Сейчас очень много стало выезжать. Мы сейчас спускаемся по ступенькам. Я так понимаю, да, что здесь вверх-вниз только по ступенькам, и так можно, в принципе, накачать массу. Да, я сам был удивлен, когда я арендовал квартиру. Вот, каждый день прокачиваешь ноги себе. Какой у нас план, расскажи, что у вас сегодня по графику? Зал и восстановительная вода, 45 минут где-то примерно. Ну, то есть водным поло называется не восстановительная тренировка, а восстановительная вода. Восстановительная вода, да. Ну, мы, русские, наверное, так больше говорим. Сербы скажут просто бассейн. Вот, пожалуйста, бассейн. Тут замок. Прекрасные виды. Я бы, если честно, оказавшись в этом бассейне или на трибунах, ну, смотрел бы точно не на игру, а вот на эти потрясающие виды, потому что здесь с трибун открывается, ну, чтобы вы понимали, вот такой вид. Не уверен, что это вполне законно. Меня дико зацепил вот этот вот вид на ваш домашний бассейн. Ты когда увидел его в первый раз, какие у тебя были впечатления? А я был в шоке вообще. Я постоянно был с фотоаппаратом, приезжал туда с отцом, постоянно фотографировались. У меня была квартира на той стороне, где-то вон там, где институт стоит, в самом конце квартира. Там был не очень вид, но я даже там умудрялся делать фотографии. Не, конечно, я был в шоке от всего. Вот чтобы вы понимали, такой вид открывается из тренажерного зала здесь. Можно качать бицуху и наслаждаться красотой. Русское телевидение снимает. Ребят, давайте подыгаемся чуть-чуть. Но вы сегодня без железа, да, я так понимаю? Я думаю, что кто захочет, может взять железо. Ну, слегка прям. Сколько ты вот на вот такой штанге поднимаешь? Ну, максимальная
поднимал где-то 140 может. Это слишком много делаешь железа, потом тяжело очень в воде. Салют. Дима, а ты раньше, да, Данила, попал в команду? Да, мой третий год здесь. Ты уже как один из магиканов. Да, ветеран. С Даниилом вместе занимается еще один русскоговорящий ватерполист. Это Дмитрий Холод. Он тоже раньше выступал за сборную России и вообще, в принципе, родился в России. Ты раньше играл за сборную России, сейчас выступаешь за сборную Черногории. Расскажи, как так получилось. Я за нашу сборную не выступал с турнира в Роттердаме с 2021 года. И поменялся тренер сборной Черногории. Поступило предложение, не смог отказаться. Но ты принял такое решение, в том числе и потому, что сборная России не участвует нигде. Ну да, как бы нигде я не мог участвовать на международных соревнованиях. И без этого, теряется каждое лето. Ты теряешь большой турнир, чемпионат Европы, чемпионат мира, там, не знаю, возможность попасть, все так же мечтаю попасть на Олимпиаду, что сейчас, к сожалению, невозможно было бы. А ты в экипе сборной Черногории сейчас, почему не в клубной? У нас клубной не так много, а сборная меняется часто, и не выбрасывай же, в чем-то надо тренироваться. Imamo bench 2x8, sve je na 70%. Вы здесь капец все раскачанные, как будто из-за тренажерки не вылезаете. Расскажи, сколько ты времени проводишь в зале? Времени в зале провожу последние 20 лет. Не можешь ты быть физически неподготовлен, слабый и на этом уровне Лиги Чемпионов играть. Без тренажерного зала никуда в однополо. Мы находимся в Черногории, слышу постоянно на улицах русскую речь. Очень много русских здесь, да, обычно. Даже много после всего, что происходит, приехали сюда, так что увеличилось количество русских. Да и так, в принципе, тут постоянно их было очень много. Жилье покупают и квартиры, все. Дорого ли здесь снимать жилье? У меня квартира практически около старого города. Я плачу за нее 700 евро, то есть, грубо говоря, там 69-68 тысяч рублей. Эту стоимость мне оплачивает клуб, арендную плату. Коммунальные услуги я уже сам доплачиваю. Буду ли я в шоке от цен, если зайду в магазины, они будут сильно выше, чем в России или нет? Нет, не буду в шоке. Продуктовый набор, там, купить себе на ужин что-то. Дешевле, чем в Европе. Евро 30-40 ты потратишь. А вот я в Италии жил, допустим, тратил по 70 евро. То есть, в 2 раза дороже. А так, в принципе, я думаю, что даже здесь чуть подешевле, чем везде. Ты когда приехал сюда, тебе сразу пришлось учить язык? Сначала на пальцах общался, потом начал подучивать то, что слышу. Через 1,5 года, в принципе, уже мог разговаривать. Конечно, не так хорошо, как сейчас, но слышишь много похожих слов и все равно как-то запоминаешь, ухватываешь много. Давай, чтобы мы понимали, насколько ты хорошо знаешь язык, можешь рассказать про свою тренировку, например, которая была сегодня, но не на русском, а на сербском. Danas smo došli jutros na trening, odradili smo malo teretanu, radili smo malo tegove, onda smo išli на воду, мало smo отплывали, neki zadaci. Сейчас я уже все понимаю, то есть 100% о том, что они говорят. Так, дальше что у вас? Восстановительное плавание и все. Полчаса где-то. А как часто ты слышишь вообще от кого-то, это что там, довольно легко все, Да без нет, в проблем? основном никто не знает, просто все в неведении, не понимают, что это такое даже, просто никто не пробовал. Ты говоришь, я занимаюсь водным полом, тебе что говорят обычно? Это гандбол в воде или что это? Футбол в воде, что это такое, да. То есть, никто не знает об этом вообще ничего. Как водичка? Теплый. У вас сегодня, я так понимаю, просто прогулка на воде, да? Относительно, да. Немножко побыстрее было, чем я думал. Без мячей сегодня, да? То есть Да, нет, ничего не будет, да. Сколько раз вы проплыли сейчас? Я просто сбил со счета на десятку. Проплыли 8 раз по 4 бассейна, и потом проплыли еще раз 3 раза по 4 бассейна, и 6 раз по 3 бассейна. Я бы умер, мне кажется, на 2-м километре. Ты все это выдерживаешь спокойно? Это тебя как разминка? Вообще да. В спокойном режиме, да. Особо не напрягаешься. Сейчас попробуешь. Я представляю всех диванных экспертов, которые считают, что
ну, водное поло это легко, да, поплавать в бассейне, покидать мячик, в принципе, вообще проблем никаких. Давай ты, как профессионал, кинешь мне раз 10 поворотом. Без проблем. Да, и я хочу оценить, насколько, ну, у меня есть шанс вообще хоть что-то отбить. Как думаешь, есть шанс вообще? Я думаю, что нет, ни одного. Без шансов? Без шансов. То есть 10 из 10 ты забьешь? 100%, давай. Так, я иду переодеваться и дальше прыгаем в бассейн. Пока 4 или 5 было уже. Я сбился со счета после первого. Сила ударов просто капец. Обалдеть. 10 из 10. Короче, 10 из 10 пропустил. Ну, один раз черканул. Можно сказать, что, в принципе, засчитать за один отбитый. А второй был по центру, я не видел, я утонул в этот момент. Поэтому, возможно, не попал. Я пару раз захлебнулся, так что во мне форки сейчас больше, чем это. Чем амбиции осталось. Да. Закончил карьеру, официально закончил карьеру. Расскажи, здесь я вижу, что тренируются там после вас и дети, и парни постарше. Здесь прям школа. Сколько здесь человек занимается водным полом? Здесь как и плавание, так и водное поло разных возрастов, ну, начиная там, грубо говоря, там, с 9-8 лет карапузы, заканчивая профессиональной командой, профессиональными пловцами. То есть все занимаются водным полом, потому что здесь просто других видов спорта нет или наоборот популярно? Нет, наоборот, популярно, потому что весь город зависит от этого. Выделяются средства от города на ватерпольную команду. Ну, плюс это традиция, это как бы национальный спорт, я думаю, что все родители только рады. Играя сейчас в России, например, можно вообще обратить на себя внимание клубов в Европе? Они как-то могут тебя увидеть? Конечно, конечно. Но у нас настолько маленький спорт, что ты должен это сам, мне кажется, все делать, отправлять свое портфолио и свои какие-то видеосъемки, как ты играешь, чтобы куда-то пробиться. Да, чтобы тебя заметили в России, мне кажется, это сложно очень. То есть, если я ватерполист в России, мне нужно там на e-mail отправить в Европе? Ну, типа того, да. Реально так работает? Да, да. Ну, либо ты знаешь как кого-то, кто знает кого-то, там, какого-то тренера, и ты там отправишь своему другу это видео, он покажет этому тренеру, и, возможно, тебя пригласят на просмотр. То есть, все по-разному. Вообще, ватерпольный клуб «Ядран» из Херцег-Нови, в котором играет Даниил Меркулов, российский ватерполист, очень многое связывает с Россией, не только потому, что здесь выступает наш спортсмен. Главный тренер команды Владимир Гойкович раньше играл в России как ватерполист за команду «Синтез Казань». И, кстати, он довольно неплохо, как оказалось, помнит русский язык. Меня зовут Владимир Гойкович. Я сейчас тренер команды «Ядран» Херцег-Нови. Да, чуть-чуть понимаю, да. Говорю российский чуть-чуть. Это потому, что много русских приходит в Херцег-Нови и там на тренировке, камп летом приходили, работали. Это. У меня много друзей из России. Ну, на русском вопросы вы можете понять. Чуть-чуть лучше на английском. Даниил сказал мне, что вы играли в России много лет назад. Это правда? Да, я 2 года играл за команду «Синтез Казань». И в то время чемпионат России был очень сильным. А в клубах «Динамо», «Штурм» и «Синтез» было очень много известных иностранных игроков. Думаю, что после итальянского чемпионата российская лига на тот момент была 2-й по силе в мире. Так что это были классные 2 года в моей карьере. Я добился в России больших успехов. И для меня это был отличный опыт. Но спустя пару лет сильные легионеры начали уезжать из России, и уровень лиги серьезно упал. Сейчас чемпионат России не такой сильный? Нет, сейчас российская лига не похожа на ту, что была раньше. Ведь все топовые игроки в данный момент выступают в Европе. Поэтому ваш чемпионат сейчас совсем не на том уровне, что был 20 лет назад, когда я там играл. Окей, а что насчет Даниила Меркулова? Он ведь новый игрок для вашей команды? Даниил сейчас новичок команды, да, но он ведь играл здесь у меня еще 9 лет назад. Тогда, правда, Даниил был совсем молодым парнем, приехал из России в 19 лет. Мы взяли его из команды, которая базируется в городе Кириш, это недалеко от Санкт-Петербурга. И как раз здесь, в клубе «Ядран», он и начал свою европейскую карьеру. Если честно, я вообще даже не мог поверить в то, что у меня хватит сил как-то проявить себя, чтобы зарекомендовать себя в Черногории, так как для меня это все время из детства еще была такая страна, где люди просто болеют этим видом спорта, и тут много очень талантов, и какой-то парень из России может себя показать здесь. Это, для меня это было прям вообще что-то нечто такое, за гранью, так скажем. Я не мог поверить в то, что у меня получилось.
давай объясним. Это был твой первый заход, да, в этот клуб, а сейчас второй заход. Почему ты сейчас снова приехал играть в Черногорию, почему не в другую лигу? Клуб близок к сердцу очень. И плюс я тут всех знаю, руководство, тренера. Плюс он меня позвал на хорошую позицию за неплохие деньги. Не знаю, как-то вот Черногория у меня ближе к душе лежит. Наверное, поэтому выбрал. Вы после тренировки обычно пересекаетесь? Да, довольно часто дома пересекаемся. Или ты ходишь на его тренировки, смотришь? Да делать нечего. То есть тебе водное поло, типа, со стороны посмотреть там на тренировки вообще, да? Смотреть, как они Она все видела, да. У тебя девушка Виктория тоже занимается водным поло. Что у тебя с карьерой? Ну, пока ничего. Я думаю, что больше ее и не будет как таковой. Возможно, какие-то мелкие выезды у меня могут быть там. Допустим, как сейчас мы там общались с Мальтой. Но я имею в виду большого контракта, я думаю, прям серьезного уже у меня вряд ли будет. Ну, не получается. Мы переезжаем в зависимости от Даниного выбора, то есть где ему будет лучше в карьере, что для меня здесь ничего нет, просто элементарно. Если бы было, да, я бы пошла вообще. Нету просто клубов элементарно, просто нету, да. Нету женского водного пола. Ну, то есть ты свою карьеру закончила, чтобы быть просто рядом с ним? Ну, получается, что так. Ну, звучит красиво. Неплохо, да? Но если бы не водное поло, получается, вы бы никогда не встретились. Я думаю, если она реально моя судьба, то рано или поздно мы бы с ней встретились. Да, Если она реально моя судьба, да. Ты вопросы задаешь кому-то? Кто должен на эту фигню ответить? Я не спрашиваю, просто тебе говорю, типа, как факт. Жить в Черногории — это как? Цепляет картинка, и да, не так все продвинуто, а-ля нет крутых доставок, там, точнее, их вообще нет, ничего такого, да, нет, но этот вид, мне кажется, он компенсирует все. Я каждый раз, когда иду там по лестнице и вижу, как блестит вода под солнцем, я просто в восторге дичайшем, очень завораживающе. Ну и плюс я думаю, что там без разницы, если честно, где жить. Ну, кстати, да. Потому что мы такие более... Неважно, где мы, мне кажется. Да, то есть нам дома хорошо. Важно с кем, да. Поэтому нам все нравится здесь. Ой, молодец какой, а! Так, давай рассказывай. Я здесь вижу, что возле стадиона есть табличка с командами, которые здесь играли. Расскажи, что это за история. Это даже российские клубы, правильно, которые здесь играли? Астрахань, ватерпольный клуб с Астрахани мужской, ЦСКА Москва, который сейчас на данный момент закрыт, но это тоже мужской клуб ватерпольный, Динамо Москва, ватерпольный клуб мужской. Прямо возле стадиона перечислены все команды, которые сюда приезжали либо играть, либо тренироваться. Атанасио Джирадот из Колумбии. Такую команду ты знаешь по водному полу? Без понятия. Если бы тебя пригласили в Колумбию играть в водный пол, ты поехал бы? Как профинансировали бы, наверное, посмотрел бы, сколько да. Да, Южная Африка, тоже круто. Они же не играют в европейских турнирах, да? Как вообще узнать, что у них есть водный пол? Без понятия. Я вообще ничего никогда не слышал про клубы из Южной Африки. Никогда. В общем, смотрите, родоначальники практически водного пола Россия и США. И все рядом. Примерно одинаковое количество команд. Да, но России побольше. У России побольше. И, естественно, в России всегда побольше. В общем, здесь, на стадионе Ядрина, играла даже сборная России. Хотя что даже. Сборная России точно здесь играла. Передача в центр и мощный бросок Даниила Меркулова 1-1. Ну, на данный момент Даниил Меркулов у нас самый результативный в команде. Ты игрок сборной России по водному полу. Когда последний раз ты за нее выступал? 2021 год, по-моему. То есть с 21 года ты за сборную вообще не играл? Нет. В сборной о тебе знают? Тренеры сборной знают, что ты играешь за границей, что тебя можно вызвать? Конечно, вообще без проблем. В любой момент могут мне позвонить и сказать, приезжай. Мечтаю вернуться на международный уровень какой-то сборной команд, потому что без этого никуда. То есть, если я вижу, что какие-то там предпосылки того, что могут восстановить сборную, то у меня появляется сразу вот это вот внутреннее какое-то чувство, что да, наконец-то я могу вернуться. Следующая Олимпиада в 2028 году. Ты планируешь там выступить? Да. Твой партнер по команде Дмитрий Холод, он раньше играл в сборной России, сейчас играет в сборной Черногории. Да, он поменял спортивное гражданство, ему предложили, он выбрал свой путь, так скажем. Тебе приходили такие предложения? Пока нет. Если они будут, ты их будешь рассматривать или тебе это не интересно? Провокационный вопрос, не буду отвечать. Ты почувствовал за последние несколько лет, что изменилось отношение к российским ватерполистам в Европе? В некоторых странах запретили русским играть, то есть такие как Франция. То есть у меня есть знакомые, которые пытались подписать контракт во Франции, но в конце концов, то есть федерация отказала от того, что
у него есть российское гражданство. Но это не во всех странах. В Венгрии хорошо относятся. Но, я не знаю, какая-то все-таки, может быть, частичка ненависти присутствует, но не во всех странах. На своем опыте я не замечал, что как-то нас презирают или что-то. То есть, чтобы руку не жали, такого нет, да? Нет, чтобы руку не жали. Может быть, там единственное что-то, вот если ты там приезжаешь в какой-то клуб, и тебе нужно оформить какие-то документы, там открыть банковскую карточку, там в некоторых банках могут отказать без объяснения причины. Ну, хотя причина понятна. Итак, я сменил локацию и нахожусь в городе Требень. Это уже Босния и Герцеговина. Здесь команда Ядран вместе с Данилом Меркуловым будет проводить свой домашний матч Лиги Чемпионов. Резонный вопрос. Почему домашний матч проводится на выезде, да еще и в соседней стране? Объясни, ты играешь в клубе в Черногории, мы сейчас в Боснии и Герцеговине. Как так получилось? Так как у Герцег-Нови нет своего бассейна, именно домашнего для игр в Лиге Чемпионов, то есть в Лиге Чемпионов присутствует какое-то количество мест на трибунах, которое должно соответствовать какому-то регламенту. Соответственно, мы ездим сюда, через границу. Ну, то есть давай зафиксируем. Вы клуб из Черногории, который играет домашние матчи в Боснии и Герцеговине. Звучит довольно странно. Да, нет, согласен, довольно странно звучит. А вот так вот со стороны выглядит как раз тот самый бассейн, в котором будет проходить матч Лиги Чемпионов. Именно сюда команда Ядран с нашим героем Данилом Меркуловым приехала, чтобы провести первую игру в сезоне в ЛЧ. О, супер. Мне вот дали такие бахилки. Без них сказали, что в бассейн нельзя. В общем, я успел к самому началу тренировки. Очень интересная штука в водном поло. Здесь определить игрок какой-то команды, если ты не понимаешь, кто за кого, можно только по трусам. Потому что только на них, на плавках, нарисован логотип клуба. Кстати, обратите внимание на логотип. Здесь вот дата образования 1922 год. То есть, получается, клубу совсем недавно исполнилось 100 лет. Обалдеть! Как вода? Холодная. Бассейн меняем постоянно. Ага. То из горячего в холодный, и в итоге заболеваешь, и не можешь ничего потом сделать. С температурой ходишь. Ты говорил, что здесь будет супер-овер-топовый матч. Что за игра? Насчет супер-овер-топового матча. Но Лига Чемпионов — это топ? Ну да, это топ. Это самый верх вообще водного пола, что может быть. Вы фавориты Лиги Чемпионов? В этом году, я думаю, что мы можем побороться за выход во второй этап, так как команда усилилась, мной, наверное. Если очень хорошо постараемся, даже, в принципе, можем выйти в первые 4 команды мира. Я очень надеюсь на это и приложу все силы к этому. Слушай, ну ты победитель Лиги Чемпионов, но неужели ты не ставишь себе цель снова выиграть? Конечно, ставлю. Нет, вообще, я максималист. Я каждый год себе ставлю максимальные цели. Что в прошлом году, что позапрошлом. Каждый год нужно идти до конца. Ты сказал про Лигу Чемпионов, ты первый за 24 года российский ватерполист, который ее выиграл. Насколько это круто для тебя иметь в активе такое достижение? Ну, если на клубном уровне, да, это самый верх. Когда я выиграл Лигу Чемпионов, в Венгрии собрали всю команду, вывели на стадион футбольный. То есть люди, все люди венгерские знали, что это за команда, игроков. Круг почета, фотографии, потом на весь город, на огромной арене высветили билборд, я не знаю, что это, бегущая строка огромная просто. То, что Ференцваров победитель Лиги Чемпионов ватерпольный, там это все, там этому уделяется внимание колоссальное. Если бы российский футболист выиграл Лигу Чемпионов, люди бы в Москве вышли на Никольскую. Да. Когда ты выиграл Лигу Чемпионов, я видел только пару интервью. Почему так? Да не знаю, потому что у нас спорт не популяризирован просто и все. Никто не знает об этом. В России это не освещается никак, поэтому всем по барабану. Что нужно сделать, чтобы интерес к водному полу в России был больше, чем сейчас? Снимать больше, дать людям понять, что это такое, как это вообще происходит, как
правила объяснять, я не знаю, там. Почему в России водное поло так не популярно, как в Европе? Это каждый год все меньше и меньше денег, меньше и меньше легионеров качественных приезжало. Конкуренция, естественно, падает. Вот, а без этого сборная не может играть. Да, Балканы, Италия, некоторые южные страны Европы. Водное поло здесь популярно, в том числе потому, что рядом море. В России же сейчас больше инвестируют в футбол, баскетбол, волейбол, они на высоком уровне. К сожалению, сейчас российские команды и ваша сборная не участвуют в европейских и мировых соревнованиях. Это очень плохо для спортсменов. Но я надеюсь, что ситуация изменится и российские команды вскоре вернут. В футболе большом, в России точно, да, высокие зарплаты. Что в водном поло, и можно ли себя, условно говоря, только водным поло обеспечить безбедную старость? Нет, конечно, нет. Ни в коем случае. Это даже если ты играешь на супер высоком уровне, если прям супер сильно копить, откладывать все, что есть, я все равно не думаю, что этого хватит. У нас не так много денег в этом спорте. В топ-клубах по водному поло платят сколько? В самый верх. Ну хорошо, скажу зарплаты вот Ференцвароша, венгерского клуба. Там зарплаты среднего легионера до там, суперзвезды там, различаются, допустим, от 10 тысяч евро в месяц до 20 тысяч евро. То есть 20 тысяч евро – это максимальное, что есть. Зарплаты в России, в водном поло и в Европе, они сильно отличаются? В России много платят. Есть в России клубы, которые реально много платят, даже больше, чем в Европе. Часто ли ты встречаешь ребят, ватерполистов, которые еще чем-то занимаются, где-то работают, чтобы чувствовать себя комфортно, не только в водном поло? Да, конечно, знаю. Ну, даже вот в Италии я прошлый год отыграл. Много ребят параллельно работают в каких-то работах, там, в банках, администраторами где-то. То есть они с утра отработали рано, пришли на работу там в 7 утра, отработали, пошли на тренировку, получают зарплату из клуба и, соответственно, на какой-то параллельной работе. В европейских странах это много где распространено. Сейчас у тебя план какой? У вас, я слышал, коуч сказал теория. Сейчас у нас ужин. Думаю, что потом какое-то мини-собрание, возможно, но это не факт. Вот. И на боковую, потому что завтра утром разминка и в бой. Если у вас закружилась голова от смены локации, ничего страшного, я объясню все еще раз. Первую часть нашего выпуска и разговора с Даниилом Меркуловым мы записывали в Черногории. А поехали дальше, в Боснию и Герцеговину, где будет проходить матч Лиги Чемпионов и в котором команда Ядран будет принимать участие. Сложный и очень важный матч, открытие турнира. Мы играем дома, и если хотим выйти в следующий раунд Лиги Чемпионов, мы просто обязаны побеждать в этой встрече. В общем, у парней началась теория, и коуч сказал, что смотреть за ней ни в коем случае нельзя, потому что важный матч Лиги Чемпионов. Дверку передо мной так любезно закрыли, сказали, увидимся уже на самой игре. А я пока парни готовятся к матчу, посмотрю немножко город, потому что Требини классный, красивый исторический город, в котором я никогда раньше не был. И, судя по всему, здесь действительно есть что посмотреть и показать вам. Вот этот каменный мост, на который я с трудом забрался, это, похоже, самое старое сооружение в городе Требини. Именно так ставится ударение в этом слове. Лучше поздно, чем никогда, я об этом узнал. Если окажетесь здесь, в любом случае час-два вам точно хватит, чтобы посмотреть весь центр города. Он довольно небольшой. Ну и забраться вот на этот мост 16 века, чтобы посмотреть на город немножко свысока. В футболе мы обычно привыкли либо в баскетболе, либо в волейболе есть приезд команд. Команды приезжают на автобусах с сопровождением, а в водном поло есть приход команд, потому что ватерполисты идут на матч пешком. Вот так вот спокойно прогуливаются минут 10 до арены, которая находится вон на той стороне. Билет один на игру стоит 5 евро, поэтому, понятное дело, я жду, что сегодня будет биточек на трибунах. У меня на самом деле главный вопрос к водному полу был, как его снимать, потому что если находишься рядом с бассейном, тебе на камеру постоянно прилетают брызги, но для техники это не очень хорошо. А здесь в бассейне на Лиге Чемпионов камеры стоят прямо у воды.
И я даже не сомневаюсь, что брызги в нее будут прилетать. А так на матче стоит 6 камер, огромный большой вот там монитор, на котором можно будет смотреть либо повторы, либо то, что происходит на площадке. Или, как говорят ватерполисты, на воде. За Данила сегодня переживаю не только я персонально, но еще и его девушка Виктория, которая приехала на игру. Ну ты после матча можешь ему сказать, ну ты что, куда ты бросал? Обязательно, да? так всегда. То есть ты пихаешь ему, да, после матча? Всегда. Я похвалю, я обязательно замечу, что хорошее, что он сделал, но я всегда найду, до чего доковыряться. Если бы я в этом ничего не шарила, я бы ему ничего бы не говорила, правильно? Да, удачи. Как тебе игра? Сейчас 12-8, но это похоже на разгром? Слушай, я бы не сказала, что это прям жесткий разгром, но достаточно уверенно. Ну слушай, еще 7 минут играет. Знаешь, сколько всего может измениться за это время? Ну что, небольшой фидбэк после матча 14-11 победил Ядран из Херцег-Нови, это команда Данила Меркулова. Сам Даниил забил 2 мяча, и он автор первого гола в этом матче. Поэтому, ну, можно сказать, он и начал эту победу. Ну, я могу больше. В следующий раз будет больше. Нужно время немножко, еще форму прийти. Алло, братан, сила. А рeci šta si htio, brate, ovaj? Reci šta si htio. Тебя есть огромная сила сейчас. Ты кайфуешь от того, что происходит вокруг? Конечно, но это же моя жизнь. Это все, что у меня есть, в принципе. Самое главное в моей жизни. Именно, ну, я начинал это с детства, ну, соответственно, конечно, я каждый момент очень дорожу каждым моментом. Сколько ты еще хочешь в своей карьере вот проводить таких матчей? Сколько лет, ты думаешь, будет в игре? Как здоровье позволит, но на максимум я пытаюсь выложиться. То есть, ну, пока здоровье дает, я буду идти до конца. Круто. С победой тебя первый матч. Спасибо большое. У тебя опыт большой. Ты можешь сказать, что да, вот я не зря поехал, и всем остальным тоже стоит попробовать? Конечно, я, ну, не думаю, что если бы я остался в России, я бы научился чему-то, тому, что я получил здесь, потому что, ну, колоссальный опыт, разные стили водного пола, то есть разные скорости, разные техники, то есть, ну, это все играет свою роль, поэтому я безумно счастлив, что мне удалось уехать, посмотреть вообще на мир, что такое иностранное водное поло, как оно работает изнутри. Я всем пожелаю, да, молодым спортсменам уехать и попробовать себя, потому что это незаменимый опыт. Как ты считаешь, российским ватерполистам, которые вот играют сейчас в России, есть ли смысл им пробовать себя за границей? Конечно, конечно. Как я и сказал, пока не попробуешь этот уровень, ты и не поймешь. Я первый раз сыграл, сейчас мы разговаривали, первый матч Лиги Чемпионов, в 25 лет я сыграл. Вот. И ты только тогда понимаешь, какая на самом деле разница между топовыми игроками и где ты находишься. Девочки посмотрят, которые занимаются водным полом в России. Ты играл за границей. Вот ты можешь посоветовать пробовать свои силы здесь? Блин, да, конечно, да, безусловно. Просто мало кто уезжает, потому что они ведомо боятся. Боятся это, во-первых, просто вырвать тебя из твоей привычной русскоязычной среды и кинуть куда-то. Ты не знаешь ни языка, ты не знаешь ничего. То есть это очень большой стресс, реально. И уровень выше, и все сложнее. Можно ли сказать, что прямо сейчас ты лучший российский ватерполист? Нет, не могу сказать. У нас куча талантливых ребят. Да, некоторые поменяли гражданство, но лучшим российским игроком я точно себя не могу назвать. Я думаю, что есть ребята, которые более талантливые, нежели я, просто они не уехали, не показали себя. В водном поло, можно сказать, ты выиграл все, именно в клубном, да?
Какие дальше цели? Ну, это только уровень сборных. Чемпионаты Европы, мира, Олимпиада. Главная мечта в жизни, наверное, где стоит себя попробовать. Ну что, самое время подвести итоги этого замечательного путешествия сразу в две страны – Черногория и Босния и Герцеговина. И чтобы это сделать, я хотел дождаться заката, чтобы вы увидели, как выглядит бассейн и стадион ватерпольного клуба «Ядран» уже после заката. Это зрелище просто невероятное, особенно на фоне вот этой замечательной крепости в городе. Что хочется сказать? Во-первых, большой респект главному герою Даниилу Меркулову, который погрузил меня в мир водного пола в буквальном смысле слова с головой. Рассказал массу интересного, и теперь я, честно, буду следить за каждым матчем Ядрана в Лиге Чемпионов. Тем более здесь, на Балканах, водное поло очень любят. И особенно приятно, что здесь, в Европе, выступает наш российский спортсмен, который играет и в Лиге Чемпионов, и выигрывает Лигу Чемпионов, и вообще считается одним из ведущих ватерполистов своего клуба. Это канал Новоселов «Спорт и путешествия». И если вам понравился выпуск, ставьте лайк, пишите комментарий и, конечно, подписывайтесь на канал, потому что у меня для вас еще куча интересных историй, которые, уверен, не расскажет больше никто. Скоро увидимся. Пока.